Приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу с вами поделиться идеей, как сделать марлевую повязку, защищающую во время всяких эпидемий. Сейчас в Китае коронавирус, марлевые повязки подскочили в цене, и у нас во время эпидемии тоже все время происходит скачок цен на марлевые повязки. Поэтому хочу поделиться очень дешевой, копеечной версией. Такие марлевые повязки, помните, делали еще в школе в советское время. Берем обычный бинт. Бинт у меня вот такой, 14 сантиметров шириной, желательно пошире. И чтобы он был качественный, не дырявый, как часто очень бывает, а хорошие, чтобы были плетения. Отрезаем где-то метр, складываем в четверо. Вот такая получается повязка. Край можно обработать на машинке, чтобы он не махрился. Можно загнуть, прострочить. Сейчас я это буду делать. Пока вот так вам просто покажу. Затем берем, отрезаем еще кусок марли. Вернее, бинта. Складываем пополам и разрезаем. Это опять же нужно сложить пополам. Можно еще раз пополам и прострочить на машинке. Это у нас будут завязочки. Таких нужно сделать 4. Что у меня получается? Я прострочила край, чтобы он был ровненький. Сделала 4 вот такие полосочки. И теперь мы будем все это соединять. Что делаем? Берем, складываем пополам. Аккуратность и красота, я думаю, здесь не очень важна, так как эту повязку нужно носить всего 2-3 часа. Потом ее нужно обязательно менять. Поэтому она все равно прослужит недолго. Но за красотой мы гнаться не будем. Главное ее функциональность. Вот, собственно, и все. Повязка готова. Потратила я на это буквально 5-7 минут, чтобы продемонстрировать, как эту повязку носить. Возьмем медведя. Надеваем. Верхние завязки завязываем на шее. Так. А нижние на голове. Вот, собственно, что у нас получилось. Вот и все. Экономьте свои деньги и будьте здоровы. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!